Марина Т. Но ведь сегодня мазок покажется эффектным, а завтра вовсе нет. Так и происходит. Именно поэтому от меня прячут или говорят: ты же обещал не трогать эту работу. Обещал, не трогай. Я отвечаю: но я ее не могу видеть, потому что мой глаз остро замечает недостатки, хочу исправить. Ты мне подарил, обещал не трогать, все. Тогда пусть висит так, чтобы я ее не видел, где-нибудь, чтобы мои глаза ее не касались. Договор. У меня везде висят картины не потому, что я все время на них смотрю, просто их девать не очень-то есть куда. Поэтому стены — это место для того, чтобы было все-таки пространство, мастерское в доме. Я учился еще в Таганроге, ходил заниматься к скульпторше. Кто-то мне писал, как ее зовут. У нее все было заставлено книгами, включая, все это значит все. То есть в доме они вот так лежали стеллажами, да, везде просто на полу. И были тропинки вот такие между этими книгами, которые до потолка. У меня, конечно, не так, есть стеллажи для картин, но надо строить, в общем, отдельный павильон для выставок и для мастерской отдельной. Этим я займусь. Ну, вы скажите, друзья, как у вас висит картина, на которую вы с трудом смотрите? Вы что, ее не будете исправлять? Или вот она вот как сделана, так и висит? У меня вовсе не так. Я все время исправляю. То есть вот жизнь идет, движется, и постепенно картины меняются. У Врубеля была известная история всем, конечно же. Он написал какую-то работу, за которую получил деньги, видимо, большие. А потом встретил вечером красивую девушку в цирке, по-моему. Пригласил ее, естественно, пописать ее. Холста не было. Он взял этот холст, за который уже получил гонорар. Причем этот человек, который купил коллекционер, он говорит: Миша, не трогай. Вот я тебе даю. Хорошо, конечно, не буду трогать. И он ее так доисправлял, что мы не знаем даже, что там было написано. Он написал новую картину на той. Холста не было, а порыв был. Демона своего уже, по-моему, поверженного или летящего, напомните, кто знает, уже на выставке висит. Люди уже подходят, а он все сидит с кисточкой и исправляет все его лицо. Но это неуспокоенность, ведь символ, признак роста. Так что я этого не боюсь и всем того же желаю. Друзья, не обижайтесь, если я буду читать ваши никнеймы, юзер и так далее, потому что у меня так отображается. Я пробовал с разных браузеров заходить и на разных устройствах. И все равно вот так. Ну, как есть. Либо вы поковыряйте, поколдуйте там с настройками в Гугле. Напишите, там появилась графа, значит, как он называется, псевдоним. Ну, заполните ведь все эти графы. Может быть, из-за этого он так ругается, этот странный вот этот Google. Ну да ладно, очередной юзер, вы говорили об одной из моих любимых книг «40 правил любви». О фильме «Художник и натурщица», ну, черно-белый такой, да. Посоветуйте, пожалуйста, еще книги и фильмы, которые вам нравятся. Ну, фильмов не так много, которые прям сильно на меня, прям, да, сильно нравятся, но повлияли в какие-то времена. Я люблю фильм, например, «Самсара». Не помню, какой год, об тибетском монахе, который там 3 года медитировал, а потом вынужден был пройти через, вот, что называется, колесо сансары. Но он через «м» пишется, «Самсара». Ну, это в тибетской такой литерации. Много фильмов хороших. «Игра» мне нравится с Майклом Дугласом. Ну, посоветуйте еще что-нибудь. Вы уже советовали про художников, я начал смотреть ваши советы. Из книжек, ну, это вообще сложно что-то советовать. Но на меня сильное впечатление произвел Халиль Джибран, когда вообще я увидел тексты еще так в перепечатках, и нигде ничего не было, это давно было. И я еще 2 человека, мы решили издать книжечку. Я нарисовал даже иллюстрации, это было давно. И вот такая книжечка появилась. Мы ее продали в таких вот магазинах, в палаточных.
Называется «Пророк». Джибран Халиль Джибран. Можете ее посмотреть, она наверняка есть, ну не наверняка, а точно, на сайте. И для интриги я вам почитаю, например, то, что написано о браке. Маленький отрывок почитаю. Это брошюра, там немного. «Что скажешь ты о браке, учитель?» И он ответил: «Вы родились вместе, и вместе пребудете вечно. Вы будете вместе, даже когда белые крылья смерти рассеют ваши дни. Вы будете вместе даже в безмолвной памяти Бога. Но пусть близость ваша не будет чрезмерной. Пусть ветры небесные пляшут меж вами. Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи. Пусть она будет лучше волнующимся морем между берегами ваших душ. Наполняйте чаши друг друга, но не пейте из одной чаши. Давайте друг друга вкусить своего хлеба, но не ешьте от одного куска. Пойте, пляшите вместе и радуйтесь, но пусть каждый из вас будет одинок, как одинокие струны лютни, хотя от них исходит одна музыка. Отдавайте свои сердца, но не во владение друг другу, ибо лишь рука жизни может принять ваши сердца. Стойте вместе, но не слишком близко, ибо колонны храма стоят порознь, а дуб и кипарис не растут один в тени другого. Вдруг кто-то еще упустил и не знает, что в моей школе онлайн живописи проходит акция до 60% скидки на уроки. Заходите на сайт, выбирайте, акция завершится сегодня в полночь. Сара Казань. Хочется увидеть вашу палитру с пояснением по кругу Иттона, все-таки как правильно это делать. Правильно, на мой взгляд, так, как вам удобно. Мне удобно так, чтобы в центре палитры было поле для замесов. С левой стороны, как я смотрю на палитру, у меня холодные краски. В любом порядке кладите, какая разница. Главное, чтобы в середине вы замешивали. В правую сторону я кладу теплые краски. Все. Ну, белила там посередине. Кто как любит белила, как вы, чтобы побыстрее зачерпнуть, потому что белила основная краска, так что доступ к ней должен быть максимально удобен. Никаких кругов я не знаю и знать не хочу. Главное, что холодные и теплые, и все. Либо, если вы часто какие-то замесы используете, ну, например, я не знаю, королевскую голубую и охру красную, ну, положите их рядом. Кстати, они у меня так рядом и лежат. Так, имени отправителя у меня не отмечено. Расскажите немного о комьюнити художников. Полезно ли иметь вокруг творчески настроенных людей? Ну, всегда полезно, естественно. Заметила, что в местное объединение художников не очень публичное онлайн. О них в основном знают только выпускники определенных вузов. Корю себя за то, что училась когда-то на дизайне, а не на факультете искусств. И такая инсайдерская информация и интересные знакомства прошли мимо. Ничего не происходит мимо нас. Случайности не бывает. Все очень точно. Все какие-то вот эти вот страдания, потому что мимо жизнь прошла, это неправда. Значит, каждый наш, вот сегодняшнее место, вот то, что сейчас происходит, это результат каждого шага, каждого дня прошлой моей жизни. Там ничего нет вообще. Это все очень связано, такая цепь событий. Карма называется. Одно цепляется за другое, одно вырастает из другого. Не бывает неточности. Все. Вот эту жизнь, которую вот сейчас мы с вами проживаем, мы сделали ее сами до этого. Ну, впрочем, вы все это хорошо знаете. Посоветуйте, как собрать вокруг творческих людей и вдохнуть побольше культуры и искусства в регионы. Как собрать? Кинуть клич. Художники! Заблудился в лесу. Надо, значит, научиться свистеть. Я не умею. Нужно какой-то пистоль, ракетницу иметь, чтобы кто-то, ракета летит. И все. И как тебя найти? Никто ж... Телефон нужен, а мобильный может не брать, кстати.
в лесу, где-нибудь глубоко в лесу. Я к Фешину ездил в Таус. Там мобильники не работают. Представляете, глушь какая, куда он забрался. Мобильники не работали в каких-то местах. Ну, в Таусе-то работали. Но пока едешь к нему, из Сан чего-то там, как это забыл уже, называется городок, куда самолеты прилетают, Санта-Фе. Глушь, дети вообще босиком бегают, это прям индейцы. Очень колоритно. Как собрать, как собрать? Рассказывать о себе, кинуть клич в соцсетях. Какой клич? Иду рисовать на натуру. Кто со мной? Пригласил модель. Кто? Приходите в гости, будем рисовать вместе. Постепенно соберутся те, с кем вы дружны. Ведь же мы друг к другу притягиваемся интуитивно. Кто нам приятен, с тем мы можем провести время. Кто неприятен, зачем с ним проводить время? Зачем? Постепенно это все обрастает. У кого-то какие-то возникают идеи, как это все продолжить. В общем, все дело в дружбе, конечно. Ее нужно создавать самим. Причем здесь это не связано с членским билетом. Дружба не связана. Или с паспортом не связана. Например, люди разводятся. Я разводился. Я знаю. Человек, которого ты любил, например, полюбил другого, друга твоего. Это его поиск. Какая связь в паспорте? Нигде никакой. Пошел в контору, и тебе вычеркнули эту запись. Потом, сейчас есть какие-то библиотеки, какие-то маленькие такие клубики. У них галочка стоит «Провести выставку». Придите к ним, бесплатно проведете выставку. Сделайте рекламу, опять же, в соцсетях. И вообще, наружную баннер повесьте. Совместно-то можно объединиться, повесить баннер, что выставку там, ого-го, называется выставка. Живопись, Все, придет народ, придут люди. Главное себя показывать. Мне кажется, сейчас это можно сделать. Второе, выставки, конкурсы. Возможно, вы посоветуете какой-то портал, где можно следить за современными анонсами открытия заявок на выставки. Я не знаю, честно, кто-нибудь посоветуйте. Я сам пользовался бы. Обычно кто-то звонит, кто-то пишет. Предлагаю вам познакомиться с видео 961 «Писать с натуры», которое я записал летом. Живопись с натуры.